Всем привет! В этом видео мы с вами будем вязать вот такой шарфик. Но это может быть и палантин, и снуд на ваше усмотрение. А вяжется он очень просто, и сейчас я вам это докажу. И еще хотел сказать, что все зависит от того, какими ниточками вы будете вязать. Если вы возьмете тоненькие ниточки, то получится очень легкий вот такой ажурный шарфик. И можно добавить кисточки, как вы уже видите. Ну или взять ниточки потолще, тогда рисунок будет более выражен. И посмотрите, что у меня получилось. Из каких ниток можно вязать? В принципе, из любых. Это могут быть и акриловые, и шерстяные, полушерстяные. Также может быть даже и хлопковые, если у вас это летний какой-то вариант. Ширина моего шарфика 18 сантиметров. А в длину он достаточно короткий, всего 100 сантиметров. Это у меня внутренний шарфик, то есть я одеваю его под куртку или пальто. Если вы хотите связать наружный шарфик, который вы будете сверху завязывать, то предлагаю вам, как я уже показывала, сделать кисточки. Ну и длина, конечно, порядка 150 сантиметров, не меньше должна быть. И если вы вяжете снуд, то в один оборот длина 60 сантиметров, а если вы хотите в два оборота снуд делать, то это 120 сантиметров в длину. Нужно вам будет связать. У меня дома оказалось очень много вот таких вот мотков мохеровой пряжи Нака Деликат Мохер. Я вам ее уже показывала, мы с ней уже вязали с вами шарфик. В 100 граммах данного мотка 500 метров. Вот. И для крючка, конечно, это не самый лучший вариант. Вязать из мохер небольшое удовольствие, скажем так, вязать. Поэтому я взяла дополнение успешную пехорку и буду вязать в 2 нитки. И я удивилась, что шарфик получается очень теплый, очень мягкий, приятный на ощупь и при этом действительно легко вязать. Можно вязать, можно распускать, никаких нет проблем. Поэтому, если у вас тоже где-то завалялся моточек из мохера, то вот таким способом можно его приспособить. Итак, вязать я буду, как я уже сказала, в 2 нитки, и вот такой шарфик у меня получится. Ну что, давайте уже приступим к самому вязанию. Вот они, 2 мои ниточки, хлопок и мохер. Итак, вязать весь шарфик я буду крючком на 3,5 миллиметра, а делать цепочку из воздушных петелек буду крючком на 4 миллиметра, чтобы край у меня был не стянут. Итак, делаем первую рабочую петлю. Количество петель в вашем шарфике должно быть кратно 8 и плюс 1 кромочная петля. То есть 8 умножить на какое-то число плюс 1. Сейчас я вяжу образец, и у меня это 8 умножить на 3 плюс 1, 25 петель. А в моем шарфике, который я вам уже показывала, 8 умножить на 5 плюс 1, то есть 41 петля. Надеюсь, тут понятно. Ну а сейчас я буду вязать вам узенький образец, набирая 25 воздушных петелек. И вот эту вот крайнюю 25-ю петельку я отмечаю маркером. Вообще можете взять цветную ниточку, также пометить. В дальнейшем нам это пригодится. Теперь убираю крючок, беру поменьше, на 3,5, которым я буду вязать весь шарфик. Делаю 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, и еще одну дополнительную петлю. Вот она. Далее отсчитываем 3 петли. Первая петля, это где маркер, 1, 2, 3. И в нее вяжем столбик с одним накидом. Первая петля, это та, которую мы пометили. И в третью мы вяжем столбик с одним накидом. Далее делаем воздушную петлю, пропускаем одну воздушную петлю снизу и вяжем столбик с одним накидом. Снова вяжем воздушную петлю, отсчитываем 1, 2, во вторую петлю вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петля, накид 1, 2, во вторую петельку столбик с одним накидом. И вяжем весь ряд, так, столбик
с накидом воздушная петля, столбик с накидом воздушная петля, и внизу мы вяжем в каждую вторую петельку. То есть одну петельку мы пропускаем. Воздушная петля, накид, отсчитываем вторую петельку, вяжем в ней столбик с одним накидом, воздушная петля, накид, 1, 2, и во вторую петельку вяжем столбик с одним накидом. И вяжем так весь ряд до конца. У меня образец маленький, узенький, у вас, я думаю, достаточно широкий шарф получается. Воздушная петля, столбик с накидом. И вот мы довязали последний столбик. Теперь делаем 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваем наше изделие. Пропускаем один столбик и вяжем в ту петельку, где у нас следующий столбик. Вяжем столбик без накида. Вот. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И в эту же петельку мы вяжем еще 3 столбика с одним накидом. 1 столбик, 2 и 3 столбик. Все 3 столбика вяжем в одну петельку. Вот что получается. Далее пропускаем один столбик и в следующий столбик соединяем столбиком без накида. Далее 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. Снова пропускаем один столбик и в следующий столбик вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И теперь в эту же петельку вяжем один столбик, еще один столбик и третий, последний столбик. И соединяем, один столбик мы пропустили, соединяем со вторым столбиком. И вяжем так весь ряд до конца. Снова делаем 5 воздушных петелек. 5. Пропускаем один столбик, вяжем во второй столбик, 3 воздушные петли подъема, 1, 2, 3, и в эту же петельку вяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и соединяем с последним крайним столбиком. Вот сейчас нам пригодится, что у нас маячок. Отсчитываем от маячка 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Вот она. И в эту петельку мы соединяем. Маячок у нас не первая петля. От маячка отсчитываем. И посмотрите, у нас здесь должно быть остаться свободным столбик с накидом и 1 воздушная петля. Ну все, ряд довязан, и мы можем приступить к новому ряду. Делаем 5 воздушных петелек и поворачиваем наше изделие. Соединяем. Вот у нас 3 столбика. 1, 2, 3. Соединяем с вершиной 3-го столбика. Вот. Далее делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Накид. И посмотрите, у нас было 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. И теперь в каждую из этих петелек мы вяжем по одному столбику с одним накидом. В первую петельку 1 столбик. Во вторую петельку 1 столбик. И в третью петельку также вяжем 1 столбик с одним накидом. Вот что получается. И соединяем под цепочкой столбиком без накида.
Продолжаем вязать 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5, и соединяем с вершиной третьего 1, 2, 3, вот третий наш столбик, с его вершинкой мы соединяем столбиком без накида. Снова 3 воздушные петли подъема, накид, в первую петельку вяжем 1 столбик с одним накидом, во вторую петельку столбик с одним накидом и в третью петельку также столбик с одним накидом. И соединяем под цепочкой столбиком без накида. Продолжаем вязать. Снова 5 воздушных петелек, 1, 2, 3, 4, 5. Соединяем первый, второй, третий столбик. Вот с этим третьим столбиком мы соединяем. Вяжем везде за обе стенки. Про это тоже не забывайте. 3 воздушные петли подъема и по одному столбику в каждую петельку. По одному столбику с одним накидом. Ряд, в принципе, похож на тот, который мы вязали до этого. Ну а вообще все последующие ряды, которые мы будем вязать, будут точно такие, которые мы вяжем сейчас. Все ряды будут одинаковые. Вот они, 3 столбика мы связали и соединяем 1, 2, 3 в третью воздушную петельку. Вот, соединили. Посмотрите, что должно получиться. Сравните то, что у вас получилось. Я надеюсь, что у нас с вами похоже. Итак, вяжем новый ряд. Как я уже сказала, он будет точно такой же, как мы вязали до этого. Начинаем мы 5 воздушных петелек. Поворачиваем наше изделие. 1, 2, 3. Соединяем с третьим столбиком. Соединяем столбиком без накида. Далее 3 воздушные петли подъема. 1, 2, 3. Накид. И теперь снова в каждую петельку вяжем по одному столбику с одним накидом. В каждую петельку. Один столбик, второй и вот он третий. Все то же самое, что мы вязали до этого. И соединяем мы под цепочкой столбиком без накида. 5 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяем с третьим столбиком. 3 воздушные петельки подъема. 1, 2, 3. И в каждую петельку вяжем по одному столбику с одним накидом. То есть у нас идет чередование. Если учитывать 3 воздушные петельки подъема как столбик с одним накидом, то это у нас 4 столбика с накидом, соединяем, 5 воздушных петель, соединяем, 4 столбика с накидом, соединяем, 5 воздушных петелек, соединяем. Вместо первого столбика с накидом мы вяжем 3 воздушные петельки подъема. Продолжаем. 5 воздушных петелек, соединяем мы с третьим столбиком, 3 воздушные петельки подъема и еще 3 столбика с одним накидом, по одному столбику в каждую петельку. 1, 2, 3. И в конце мы заканчиваем наш ряд, соединяем с третьей петелькой. 1, 2, 3. Вот она, третья петелька воздушная. Сейчас постараюсь вам показать. 1, 2, 3. Вот она. И с ней мы соединяем. Ну все, ряд готов. Все последующие ряды вяжем точно так же. Вы можете перемотать видео назад и связать еще раз со мной все эти ряды. Вяжем так до нужной длины нашего шарфика. Шарфик это снуд или палантин, решать вам. А теперь я покажу, как заканчивать наш шарфик. Мы начинали шарфик со столбиков с одним накидом. И сейчас также мы закончим. Делаем 5 воздушных петелек и соединяем с вершиной третьего столбика. 3 воздушные петельки соединяем под цепочкой.
3 воздушные петельки, 1, 2, 3, соединяем с третьим столбиком. Снова 3 воздушные петли, 1, 2, 3, соединяем под цепочкой. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, соединяем с третьим столбиком. 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, соединяем с 1, 2, 3, третьей воздушной петелькой. Вот она. Итак, ряд мы выровняли у нашего шарфика, а теперь заканчиваем столбиками с одним накидом, как мы начинали. Если вы вяжете шарфик с кисточками, то вам эти столбики особенно пригодятся, там мы будем продевать ниточки. Итак, делаем 3 воздушные петельки подъема и еще одна дополнительная петелька, накид. Отсчитываем 1, 2, 3, третью петельку вяжем столбик с одним накидом. Воздушная петелька, 1, 2, во вторую петельку, это у нас соединительный столбик, кстати, столбик с накидом. Воздушная петелька, 1, 2, во вторую петельку вяжем столбик с одним накидом, воздушная петелька, и в соединительный столбик вяжем столбик с одним накидом. Тут уже вы не запутаетесь. Вы либо вяжете во вторую воздушную петлю из 3 или соединительный столбик. Вот сейчас вяжем во вторую петлю, воздушная петля, а сейчас вяжем один столбик с одним накидом в соединительный столбик. Итак, мы заканчиваем ряд у нашего шарфика. Я оставляю просто такие края у шарфика. Не делаю кисточки, потому что, как я уже сказала, шарфик у меня внутренний. А вы можете нарезать ниточки равной длины и продеть сквозь наши столбики, завязав узелки. И у вас получатся кисточки на вашем шарфике. Итак, довязываем весь ряд до конца. Так, воздушная петелька. Вяжем 1, 2 во вторую петельку, столбик с одним накидом. Ну и заканчиваем ряд мы также 1 воздушная петелька и в 1, 2, 3 в третью воздушную петельку подъема мы вяжем столбик с одним накидом. И вот у нас готов наш шарфик. У меня это, конечно же, образец. Я надеюсь, что у вас все получилось и все понятно. Шарф действительно простой. И еще посчитайте снизу столбики с одним накидом и сверху у вас должно получиться равное количество, если вы все сделали правильно. И напоминаю, что вы можете сделать кисточки, как у этого шарфика. Если у вас наружный шарфик, это будет смотреться более эффектно. Или оставить шарфик таким, какой он есть. Ну, на этом все. Спасибо, что вязали вместе со мной. Увидимся с вами в новом видео. Пишите в комментариях, что бы вы хотели еще связать, и мы это обязательно свяжем. Вступайте в группы ВКонтакте и Одноклассники. Ссылки на эти группы вы всегда найдете в описании к данному видео. Увидимся с вами в новом видео. Пока-пока.